Друзья, привет! Это новый выпуск канала «Ближе», и сегодня он будет на очень важную, сложную тему о приемном родительстве. Сейчас октябрь, мы находимся в Москве, а начинали снимать мы этот выпуск в начале сентября. В итоге у нас получилось 4 города – Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург. 4 разных истории. Мы постарались собрать все самое интересное и важное на эту тему. Также я хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в создании этого выпуска. Таких людей оказалось немало. Смотрите, комментируйте. Приятного просмотра. Марин, как приходит мысль взять первого ребенка? Наверное, когда выходишь замуж, начинаешь думать о детях, и примерно лет с 21, наверное, где-то появилась мысль, что я хочу большую семью. Хотя я не могу сказать, что у меня есть огромная любовь к каким-то посторонним детям. То есть у меня есть такая особенность, все дети, которые не мои, они не вызывают никаких эмоций. Знакомо. Вот, то есть как бы мне ставят как-то вот сверху, видимо, галочку, что это твой, ты за него отвечаешь, ты его воспитываешь, ты потом будешь все расхлебывать, все, и ты понимаешь, что это твой ребенок. Вот, и получилось так, что я вышла замуж, мы начали заниматься продолжением потомства, пытаться. Ничего у нас не получалось, я сходила к врачу, мне там решили на лишний вес и на все-все-все. Вот, и я решила, что как бы я не буду ждать, я буду читать форумы, искать, смотреть и по базам, по все такое. Мы пошли в опеку, не стали там сильно что-то заморачиваться, прошли, собрали все документы. Вот. Еще получилось так, что соседка моя, она перенесла несколько эко, и она подтолкнула меня к этому, взяв тоже ребенка. И я подумала, что ж, я слабее как бы этого человека, тем более, что ждать, если как бы ей уже с ее опытом она все-таки пришла к этому. Чего я буду ждать? Родится кто-то параллельно. Мы хотели девочку. Получилось так, что у мужа есть 2 ребенка от первого брака, 2 сына. И он говорит, я хочу девочку, как бы мне уже будет комплект, все будет, мне как бы хватит. Нам предложили двойню. Им тогда было, по-моему, где-то 8,5 месяцев. Я сначала отказалась, потому что для меня это было как-то неожиданно, дико. Одна моя знакомая приемная мама сказала, что я поступаю очень глупо. Она сказала, конечно, грубее. Вот, я поступаю очень глупо, потому что королевская двойня, разнополая, светловолосая, это как бы подарок, и ты должна его взять. Мы их забрали в 10 месяцев, они на тот момент весили примерно по 6 килограмм. То есть они были настолько прозрачные, что вообще с ними я прошла первые шаги, первые там мама, все такое, потому что мы взяли, грубо говоря, там зубы, прикорм, все это как бы, особенно первая ночь дома, дочь проснулась, она просто заревела, и я схватила ее на руки, а у мужа был опыт, получается, как бы с детьми возиться, а у меня нет, вот. Он, причем моя полная противоположность, он обожает детей, он может искать там любых детей, как бы, в принципе, там, заниматься с ними, там, возюкаться, короче, а я как бы нет, у меня свои дети, все, спасибо, мне достаточно. И я схватила ребенка с кроватки, бегу на кухню, включаю свет, причем верхний полностью. Муж бежит за мной следом, говорит, ты что делаешь? Я говорю, она проснулась, он отдай мне ребенка. Я такая стою, что мне с ней делать? Он ее пошел, положил, как бы она заснула, это был такой яркий, который совсем запомнился. Здрасте. Еще раз. Сейчас нас еще. Да, мы. На, кушай мундес. О приемном ребенке мы задумывались до рождения Луки. То есть мы обсуждали, что мы хотим взять ребенка. Мы прошли вместе школу приемных родителей. В это же время мы начали думать о своих, не думать о своих детях. А что такое школа приемных родителей? Чему там учат? Это обязательное такое условие, чтобы стать приемным родителем или усыновителем. Ты должен пройти школу приемных родителей. Там идет медицинская ветка, психология, юристы, может быть, что-то еще, я не помню. Там рассказывают, как бы. Там рассказывают о приемных детях, о формах устройства, о том, какие трудности будут, о том, как их решать. У нас была в Краснодаре очень толковая школа. Я прям ей была довольна. Я много информации знала уже из форумов, то есть я несколько лет сидела на форуме приемных родителей. Я много читала Петрановскую Людмилу, которая пишет об этом. Вообще, в принципе, советую всем, кто настраивается
даже не на приемное родительство, а просто на родительство, почитать ее труды. Вот. У меня посчастливилось этим летом даже получить ее скайп-консультацию по поводу Василисы, это было очень полезно. Большинство из вас познакомились со мной здесь, на YouTube-канале «Ближе». Но некоторые знают, что основная моя деятельность – это производство женской одежды. Именно этим я зарабатываю на жизнь и на производство нашего YouTube-канала. Моему бренду более 3 лет. Называется он «Верна себе», что, на мой взгляд, полностью олицетворяет современную женщину. И, конечно, мне хочется, чтобы как можно больше из вас узнали о нем. Бренд широко представлен в 2 крупнейших онлайн-магазинах – Wildberries и LaModa. В описании видео мы оставим ссылки на весь наш ассортимент. Переходите, смотрите, покупайте. Я уверена, что каждый из вас найдет что-то для себя. Изначально, конечно, у меня была такая же позиция, как у 99% людей, которые считают, что дети с ДЦП – это умственно отсталые, дебилы, дауны, ну все вместе, да. И я, в общем, жила в такой же атмосфере, то же самое думала, пока не увидела девочку в системе по фотографии, и я не знала, что у нее ДЦП. То есть мы когда с Кристиной шли знакомиться, мы не знали, что она с ДЦП. То есть если бы я узнала, что у нее ДЦП, я бы не пошла, я бы испугалась. Ну вот, и мы узнали уже, когда пришли, и поэтому решили все равно познакомиться с ней, ну уж раз пришли. И оказалось, что это совершенно очаровательный ребенок, которого я прям с первого взгляда полюбила, прям вот всем сердцем. Это вот у меня прям к ней чувство с такой же обожухой, как к своерожденным детям. Ну вот. И оказалось спустя год, когда кривая косая девчонка, которая еле ходит, плохо двигает руками, и если сделать ей хорошую грамотную реабилитацию, оказывается, что ДЦП это не страшно и вообще никак не связано с тем, что там человек глупый там, или там, что синдром Дауна это вообще отдельная вещь, что умственно сохранные дети болеют ДЦП, и люди с ДЦП совершенно абсолютно такие же полноценные, как и мы с вами. Ну и вот в тот момент я поняла, что мы не боимся ДЦП, нам не страшно, и мы имеем достаточно средств финансовых и моральных для того, чтобы заниматься такими детками, потому что не секрет, что, конечно, их сложнее забирают из детских домов, если вообще забирают. Ну вот, ну и вот так и получилось, что, в общем-то, Что их по итогу 7. 7 по итогу. Детей я не выбирала, то есть их волонтеры знают, что я помогаю устраивать семьи деток с проблемами, и присылают время от времени мне видеоанкеты детей, и так, в общем, у нас появилась Надя, фотографию мне ее прислали. Ну и, в общем, все остальные дети. То есть я, в общем, как это я говорю, что первого мы брали осознанно, Никита, дальше ничего не помню, а у меня уже 9. А первый, получается, ребенок сколько лет назад появился? Первый ребенок, ну, Приемный. мы как раз первого ребенка хотели, как все классические родители, да, 3 лет, девочку, здоровенькую, все дела. И мы взяли двойняшку, в итоге это мальчик оказался. Вот сейчас 9,5 лет Ясе, то есть 9 лет назад. И вы прошли подготовку. Да, из школы, и в это время мы забеременели. Ну, то есть осознанно мы делали это параллельно, потому что у меня была возможность на работе пройти школу приемных родителей. Меня отпускали с работы. Мужа была такая возможность, и мы это сделали вот осенью 2013. То есть за счет за 2 года до Василисы. Вот, у меня это бессрочная бумага, она у меня просто лежала, хранилась у меня и у мужа. Муж прошел заодно, он пришел со мной за компанию, в итоге остался, прошел вместе со мной. Ему это тоже было полезно. Потом я родила Луку, поскольку Лука был очень беспроблемный, просто идеальный ребенок, вот, коим он, в принципе, и остается. Буквально уже в его годик я начала собирать документы. Сначала мы собирали документы на девочку Галю из Москвы. К тому моменту я уже поняла, что мы будем брать инвалида, потому что если раньше, ну, это есть некие этапы. То есть сначала ты думаешь, я спасу сироту. Потом ты думаешь, я спасу сироту, но пусть эта сирота будет здоровая.
То есть пусть это будет первая, вторая группа здоровья. Потом думаешь, я спасу сироту, но пусть у него родители будут не в тюрьме, потому что если они выйдут из тюрьмы, они захотят забрать, а это все-таки мой ребенок, вот я так не хочу. Потом ты думаешь, да, может быть, и пусть, что как бы, пусть и с такими родителями. Как бы главное, что ребенок в семье находился там это время, даже если мама восстановится в правах. И как вы в итоге нашли Василису? Как это Ну, случилось? в итоге, когда мы настроились, что я настроилась скорее, да, что мы готовы взять инвалида, разумеется, это тоже были критерии, то есть я не рассматривала лежачего ребенка, потому что мы жили на 4-м этаже, и у меня годовалый ребенок, то есть, ну, лежачего объективно. Пожалуй, даже сейчас я еще не готова на лежачего. Вот. На слепого я была не готова. Рассматривала девочку глухую, узнавала за все эти... Василис, Василис, ты не понимаешь меня? Не понимаю. Последнее предупреждение. Услышано? Да потом начинаем ругаться. Мы рассматривали девочку слабослышащую. Я узнавала как раз за эти все слуховые аппараты, общалась с мамами другими, у кого такие же детки. Вот. И собрала все документы, у меня был весь пакет на девочку. И потом мне скинули с формы приемных родителей, другая приемная мама, Жанна, анкету Василисы. Но там значилось, что она идет вместе с братом, а мы не рассматривали двоих детей сразу брать. Вот. И что у нее 5-я группа здоровья, это самая плохая. Я позвонила по ней в опеку Майкопа, сказали, что у нее ДЦП, умственная отсталость, микроцефалия, и она не ходит. Вот. Поскольку я, сидя на форуме, уже обладала некой информацией, что ДЦП рознь, особенно когда это пишутся диагнозы в детском доме. Вот. Мне опытные мамы сказали, узнай, пружинит ли она на ножках, то есть стоит ли она хоть чуть-чуть на ножках, то есть тогда есть шанс, что это можно реабилитациями добиться того, что она будет ходить. Вот. Я снова перезвонила, я говорю, скажите, пожалуйста, там стоит ли на ножках? Она такая, девушка, да, ну нет, какой там стоит, типа там 2 года ребенку, вот, ребенок лежит. Вот. Ну, я расстроилась, муж сказала, жалко, позвонила по девчонке, вот, ну, на лежачее. И проходит пару дней, наверное, я говорю, давай съездим посмотрим. Ну, как бы Майкоп не так далеко, говорю, давай съездим посмотрим, чтобы, ну, вот, я увидела, что да, все. Вот, мы едем туда все вместе с Лукой, и ее заводят, она идет своими ногами, да, за ручку с воспитателем, да, идет шатаясь, но она пошла. То есть ей поставили инвалидность летом, а она пошла через там 2-3 месяца. То есть опека просто не знала про это. Скажи, я просто пока недалеко ушли, задам вопрос, как это происходит? Вот ты выбрала ребенка, ты приезжаешь, вот прям буквально, ты звонишь в в опеку. какой-то комнате тебе одного ребенка приводят, Да. или ты заходишь да. куда-то? Ты звонишь в опеку. Где Очень часто мамы думают, я поезжу по детским домам, Повыбираю, посмотрю всех да? детей, да, а потом какого-то одного оформлю. Так не бывает, конечно же. Уже сейчас в 90-х так было, сейчас нет. Потому что все-таки стресс для детей, видеть взрослых, они сразу все думают, что пришли за тобой. У нас-то тоже такое было. Ты выбираешь ребенка, звонишь по нему, узнаешь, не выдано ли на него направление. Если на Василису не было выдано направление, мы приехали в опеку. Вот. В опеке мне выдают направление конкретно на Василису. Я беру его и еду с ним в детский дом. В детском доме я даю направление главврачу, и тогда меня в игровую комнату пускают ребенка, и у нас с ней происходит контакт. Сначала присутствие нянечки, вот, главврач мне сначала зачитывает диагнозы, чтобы я знала, рассказывает какую информацию, которая владеет там, о родителях, если она есть. Вот. И вот мы в игровой общались, и потом у тебя есть возможность налаживать контакт с ребенком, приезжать. И потом либо ты подписываешь согласие и забираешь ребенка, либо ты пишешь отказ и можешь взять направление на следующего ребенка. Сколько времени занимает, вот как ты узнала о ребенке до того момента, как ты его привез домой? У всех по-разному, у кого-то Ну, в это... среднем. Нету среднего. Ну, я не знаю, как среднего. у вас было? Ну, просто Ну, если кто-то хочет. у нас почему мы бы с ноября-декабрь ездили, потому что у меня не было возможности в Майкоп мотаться каждый день. Мы съездили, например, потом неделю не ездили, потом снова приехали, потом я там осталась с ночевкой, потом там еще раз поехала. Ну, то есть у нас, я подписала согласие на 4-ю встречу. Современный дом ребенка, что это за место? Наверное,
сейчас мне немножко сложно судить, потому что своих детей я забрала единственных вот двойню с дома ребенка, и это было 6 лет назад. Мы попали в хороший дом ребенка, к сожалению или к счастью, я не знаю даже, его расформировали. Он был в Ейске, я знаю, что его расформировали, господи, закрыли. Вот. Они разные бывают. Я думаю, что большинство это зависит от персонала и от финансирования. То есть есть районы, там регионы хорошо финансируются, соответственно, как бы проверяют все это дело, как бы, и дома ребенка, в принципе, хорошие. А есть те, которые деньги не доходят. Я думаю, вот как-то так. А с точки зрения отношения к детям, вот то, что часто говорят, что жесть бывает, и детям сложно, и издеваются или еще что-то, есть такое на самом деле? Или... Я думаю, что есть, потому что человек очень часто занимает не свое место, и он выгорает. То есть, соответственно, когда ты дома воспитываешь своего ребенка, все равно тебе бывает сложно. А тут ты приходишь на работу, и тут по факту у тебя чужие дети, которые тебя раздражают, которые постоянно что-то хотят. У них свой характер, они скандалят, ссорятся, они требуют, они не хотят тебя воспринимать, потому что ты в халате, ты им не мама, ты им вообще никто. Я сталкивалась с тем, что я разговаривала с соцпедагогом из дома-интерната, по-моему, как-то это так называется, в общем, это школа. И я знаю, что много действительно там сложных моментов, потому что дети, очень многие попадают из асоциальных семей. Соответственно, какой опыт они туда несут? Они несут туда все самое хреновое, что они видели. Они это отдают другим, и те дети, которые вообще, в принципе, без родителей, они берут эту модель именно с этих детей, как бы копируют. То есть, если они увидели как бы разрыв в семье, да, они несут это туда и не думают, что это нормально, потому что они не знают иначе, как это было. На ваш взгляд, современный детский дом, что это за место сегодня? Скотобойня. Ну, я, Да? знаете, да, меня как бы я выхожу в много рабочих групп и в комитете соцполитики, они, конечно, все там немножко пригибаются, когда я говорю, но тем не менее они меня спрашивают. Детский дом, скажем, ДДИ на сегодня, вот ДДИ мы будем говорить, да, это скотобойня. В Петербурге и в Москве это симпатичная скотобойня, а в остальных регионах это несимпатичная скотобойня. Даша, современный детский дом – это что за место? Вот по твоим ощущениям. Ну, зона для детей. Все-таки. Хорошие детдома существуют, хороший персонал существует. По персоналу старается максимально сделать им домашние условия, там, свое место. То есть, грубо говоря, вот этой вот жести, про которую принято считать, что там вот детям прям бывают, да, эти какие-то случаи всплывают, в основном ее нет. То есть в основном это адекватное какое-то. В основном она есть. Да. В основном она есть. Хорошо, то есть... Я не могу просто это. Если я скажу, то... Я тебя не прошу же номера детских домов говорить. Я не знаю номера детских домов, я не знаю, там, кто из персонала, что... Но просто то, что существует, в принципе, наверное, может быть, и во всех странах, но конкретно за Россию, то, что я знаю напрямую из уст приемных мам, что происходит насилие старших детей над младшими, персонала над детьми, и происходит некая приторговля, когда приходит в детский дом посторонние люди. В смысле детьми, чтобы их как бы... Насилие детей, сексуальное насилие детей. Ага, то есть я поняла, грубо говоря, проституция как бы в рамках детского дома. Ну так, по большому счету. Да я что-то меня прям это аж накрыло от такой информации. Да. Ну вот у меня у одной приемной мамы 3 девочек. Девочкам 11, 12, 13. Что, кофта у меня? Да. Все девочки, не девочки. С 4 лет. С 0 до 4 дети находятся в доме ребенка, Василиса была в доме ребенка. После 4 их переводят в детский дом, либо психоневрологический интернат. Вот. Если его с 4 лет, ты попадаешь туда, где уже есть там, как бы старшики. Мальчики, мальчиков. Мальчики, девочек. Поэтому я и говорю, когда начинают, ой, я так боюсь не полюбить ребенка. Да ты не люби ребенка, ты просто спаси его. Я считаю систему эту гнилой, она должна быть разрушена и заменена на фостеровские семьи профессиональные. Когда ребенок изымается из семей алкоголиков, помещается во временно
в профессиональную фостерскую семью, где ограниченное, конечно, количество детей, но папа и мама, они вообще понимают, зачем они берут детей, что они делают, они профессионалы. И в это время им подыскивается другая приемная семья, настоящая, уже на будущее. Передержка, грубо говоря. Это передержка, да, это Такая. абсолютно передержка. Ребенок ни дня не проводит в казенных стенах один на один, когда они там в больнице месяцами живут, их подкармливают другие там сердобольные мамы, берут на руки, они потом орут, нянечка говорит, не берите их на руки, вы их балуете, они потом нам орут, мы их не можем таскать на руках. И, это просто невероятный стресс для детей. Так они будут, да, во временной семье, но все-таки не будут в семье, где тоже дети, где есть какая-то иерархия, где тебя не тронут. Система где-то В Европе. в мире, я так понимаю. Конечно, в да? Европе, да. Привет, мы проект «Гостевая семья». И наша история началась еще с того времени, когда мы, волонтерские семьи, ездили просто по детским домам с праздниками, мастер-классами, но со временем пришли к выводу, что такая форма, она неэффективна, и начали размышлять о чем, что же мы можем сделать, потому что мы видели очень много взрослых детей в детских домах, детей от 10 лет, и понимали, что вообще мы видели, что это доминирующая часть детей в таких учреждениях именно 10 лет. Понимали, что таким детям попасть в семью очень маловероятно. Почти нереально. Почти нереально, да. С 2015 года работает наша школа гостевых семей. На данный момент 15 семей закончила нашу школу и 9 детей ходят в гостевые семьи. Часть детей у нас уже выросла, да, так скажем, отходила, но нельзя так сказать, что вот кто-то ходил до определенного возраста и потом перестал ходить. Нет, конечно же, семья остается семьей на всю жизнь. И как сказал наш воспитанник, он говорит, наши же отношения давно выросли из уровня, что я ваш воспитанник, да, и мне это было настолько, конечно, трогательно и приятно слушать, и меня это так вдохновляет и мотивирует на дальнейшую работу. С 2012 года мы начали вести нашу деятельность в общественной организации. За 3 года мы накопили опыт непосредственно в отношениях с нашими ребятами. Мы видели, что формируется привязанность, мы видели результаты, успехи в их учебе, мы видели, что ребенок становится более уверенный в себе, и мы решили эту идею транслировать дальше, что такие дети 10-12 лет нуждаются в семье, и гостевой режим — это очень комфортная и для семьи, и для детей форма работы. Она показала свою эффективность, она показала свою жизнеспособность. Мы это проверили не только на своем опыте, но и на нашем многочисленном опыте наших дорогих гостевых семей. Да. Скажи, а вот про асоциальные семьи, про сложные семьи, что ты думаешь по поводу генетики? Тоже распространенное мнение, что приемные дети — это всегда сложно с точки зрения генетики. Ты берешь как бы кота в мешке, и неизвестно, что получится. Сталкивалась ли ты с последствиями, с какими-то? На самом деле, я считаю, что, в принципе, когда ты рожаешь кота в мешке, потому что очень много, допустим, взять, если Дашу последнюю, она с синдромом Дауна, да, она родилась у абсолютно здоровых москвичей. И они отказались от нее при рождении, не дав ей, в принципе, шанса. Она до 3,5 лет была в детском доме, хотя если с ней заниматься с самого рождения, возможно, были бы другие последствия. Первые дети, которые двойня, вот самое, что интересно, что я замечаю, что у меня дети по парам, да, получается, брат-сестра и брат-сестра. И они друг другу очень подходят. То есть Даня с Лерой — это двойня, они абсолютно спортивные, они мышцы, они, я не знаю, как объяснить, они броневики, они делают пируэты на батуте, они делают на шведской стенке, они просто они плавают в бассейне без кругов, потому что она ныряет, и она проплывает под водой через весь бассейн. Я не знаю, у них просто они все даже на джиу-джитсу сказали, что Лера — это просто огонь, и, пожалуйста, там не прекращайте ее водить, но у нее везде огонь. Хотя с обучением хуже. Взять Настю и Ваню, они деревянненькие, то есть они худощавые, такие подсушенные, и чуть-чуть другие. Я не знаю, даже по характеру другие, в принципе. Поэтому я думаю, что гены они есть, но, опять же, если копнуть мои гены, да, у меня
тоже очень много подарков, то есть, наверное, не очень скромно это говорить, но, точнее, наоборот, не очень бы хотелось, но, тем не менее, с алкоголем проблемы есть, наверное, у многих в семье, да, если покопаться, дядя, тетя, бабушка, там, кто-то еще, прабабушка, там, они тоже, как бы, у меня была очень сильная характерная бабушка, которая могла, как бы, и в огонь, и в воду, и в медные трубы, и могла даже, там, как бы, в принципе, немножко переборщить с алкоголем, но, тем не менее, был очень сильный характер, она построила дом, который достался нам впоследствии. Но, тем не менее, она очень посредственно относилась к воспитанию своего сына. И его очень хорошо воспитывала моя прабабушка. Причем прабабушкиных сил хватило даже на меня, потому что она до 90 с хвостиком лет дожила, и она действительно нас прям хорошо так заставляла 30 соток огорода, как сейчас помню. Вот, поэтому гены, они есть, но в то же время от воспитания очень много зависит. Я сейчас сталкиваюсь с тем, что моя бабушка, кровная вторых моих детей, она с ними общается. И в силу того, что мы одного ребенка вводим в школу-интернат, это, скажем так, для детей 8-го вида, ну, ребенка с синдромом Дауна, Дашу, мы столкнулись как бы с родственниками. Мы видим, что очень много дается от воспитания. То есть, допустим, родственники чаще всего бывают не то чтобы асоциальные какие-то, а они просто бывают, ну, как это называется, люди, живущие на отшибе. В Москве, наверное, это проще называется колхозники. То есть совсем-совсем колхозники, там маленький поселочек, и они оттуда не собирают выбираться, как бы они работают на полях, на огородах, и они не могут дать достойного воспитания, достойного образования, как бы. И вот когда я на все это смотрю, я смотрю на своих детей, и я понимаю, что какая бы я ни была мать, потому что к себе всегда требования какие-то там, да, завышенные планки или еще что-то, я понимаю, что я им даю намного больше, чем они бы получили в любом случае в своей кровной семье. Идея помогать детям была давно, но я понимала, что у нас нет возможности взять под опеку, потому что нам не хватало жилплощади. И стала читать, какие формы бывают, увидела, что есть такая форма, как гостевой режим. И вот даже не гостевой режим, а гостевая семья, почему-то я вот считала, что это так она и называется. И вот что первое я забила в ВКонтакте, там вышло несколько групп, и вот первая же группа, она оказалась в Екатеринбурге. Я написала под Новый год 2018 года, что мы хотели бы попробовать. И вот девчонки со мной связались, и мы наметили план действий, и через месяц пошли в школу гостевых семей. Работали с психологом 2 месяца, готовились морально, узнавали для себя много нового о детях из детских домов. И в мае 2018 года мы пришли в детский дом. Сейчас у нас 2 ребенка, значит, в нашей гостевой семье. И вот перед тем... Сколько лет? На тот момент это было по 14 лет, почти сразу летом исполнилось обоим мальчикам 15, и вот мы уже год вместе, год и 3 месяца. Сейчас им по 16 лет. У нас еще 3 своих детей, вот 18, 11 лет и 5 лет. То есть не выделяли и забирали абсолютно их каждые выходные, каникулы. То есть это очень благоприятно способствовало нашим вот... Интеграция, да, на его влияние их в нашу семью. То есть они практически вообще перестали чувствовать, что они какие-то гости. И вот я бы хотела выделить вот такой момент, что проект называется «Гостевая семья». И не гостевой режим, именно как вот он зовется вот этим... И ключевое слово в это все-таки семья, что детей мы забрали в семью, а не просто вот действительно гости, которые пришли вот чай попить и все. То есть мы их забрали в семью, мы показываем им, как в семье строится жизнь, какие у нас обязанности друг перед другом, что семья это не просто так, это тоже труд. И мы все трудимся над нашими отношениями с детьми, допустим, между собой. Дети видят, как строятся отношения у нас вообще дома. Да, То есть пример семьи очень важен, очень потому что, важен, да, потому что по статистике все-таки дети из учреждений интернатного типа очень редко заводят семью. Или же это какие-то очень сложные пути отношения, как вот, то есть максимально упростить подростку здесь жизнь может именно пример, близкий пример тех людей, которых он знает, поэтому мы изначально, вот это, в принципе, то, что Таня сейчас говорит, это было одной из наших целей, это было, ну, как бы, вот, основной такой флагман, да, то есть показать ребенку, что семья это здорово, это классно, потому что их опыт жизненный, их уровень травмы, уровень их переживания внутри душевных, он настолько велик и просто трудно даже как бы нам это все представить. И во многом они, конечно же, не хотят
создавать семьи, многие этого боятся, детей они тоже не хотят, да, либо да. если девчонки беременеют, это, как правило, да, там по залету, очень Ну, в общем, все ранним проблемно, детям, да, потому что либо идеализация идет, либо совершенно не понять никакого понятия. либо да. страх, да, либо Да. идеализация, да, и, собственно, как бы своих детей иногда тоже отдают точно так же в детский дом, да, то есть девчонки, вышедшие из детского дома. То есть ориентира в виде семьи у них нет, и, конечно, это было вот очень важно им показать. Я так поняла, что Василиса пока не в курсе, как она оказалась у вас. Как бы я говорила, но она не понимает. Лука понимает. Вот это очень интересный вопрос. Мы когда обсуждали тему, что мы готовим эту тему, большинство женщин, девушек меня спросило, а как вот это вот, когда ребенок начнет узнавать, откуда он, Очень все причем легко не и от просто. тебя, а попадая в коллектив. Поэтому сама знаешь, нельзя что- делать так, чтобы ребенок узнавал из коллектива. Поэтому это делается. Уже написано умными психологами, написана умная схема, как это делается, через сказку. Я Вот. читала, кстати, да. вот Да, твой это пост. делается через сказку, вот, и дети абсолютно нормально. Мы слишком любим додумывать со своей взрослой точки зрения, а что же подумают дети. Поэтому мы там не говорим им, что умерла любимая бабушка или собачка, или мы не говорим, что они там приемные. А потом они узнают об этом в подростковом возрасте, и это заканчивается суицидом. Нам в школе приемных родителей сказали, что не скрывайте, вы живете в страхе постоянном, ребенок чувствует ваш страх, потому что это я просто смолчу, просто молчать не получится, ты будешь постоянно думать о том, что а в поликлинике не скажешь ли, а соседи не скажешь ли, а недоброжелатели, а какие-нибудь подруги, которые позавидуют, там, не знаю, бывшие подруги какие-то, вот, и сколько раз было там, а ты там мамки-то не родной. Вот я это и хотела Вот. сказать. Полдела сказать ребенку самим, хорошо. Это но нужно сказать в определенное время, это 5 лет люди же примерно. имеют свойство все равно издеваться где-то, да, тыкать этим фактом, что вот ты такой сегодня. Людям нравится Подчеркивать получать это. эмоции, они получают свою значимость. То есть ты открываешь ребенку, что он не родной, и вот что-то такое у человека в душе, такое, что вот, ну, гнильца какая-то. Очень часто просто такое бывает. Чтобы этого не было, говорят, с того момента, как ребенок начинает понимать. Но это примерно, у здорового ребенка это примерно 5 лет. То есть у нас пока еще нет понимания. Скажи сейчас, оглядываясь уже вот назад, спустя несколько лет, что самое для тебя было сложное? По итогу, к чему нужно быть готовым человеку, который сейчас только в раздумьях? Нужно Взять быть ли или готовым не к тому, взять? что ты ни за что не подготовишься к этому шагу. То есть все будет в первый раз и все будет Все будет первый раз, неожиданно. будет неожиданно. Я боялась психиатрии, боялась агрессии ребенка. В итоге совсем другое как бы оказалось самое сложное. Самое сложное оказались мои внутренние непроработанные детские травмы, психологические какие-то там, так сказать, проблемы, которые я решаю до сих пор. Ребенок просто это все вытаскивает. И это сказала не одна я, это говорили сотни приемных мам. Ты бы могла еще взять ребенка? Хочешь ли ты? Ну, есть такое в планах. Все-таки пройдя весь путь, ты... Я сейчас делаю медицину. Важный вопрос. Супруг вас поддерживает в стремлении вот брать и воспитывать таких деток? Изначально, потому что мы это тоже обсуждали, что это очень важно, потому что если у одного отрицание, ничего не получится все-таки. У меня наверное. есть в блоге в Инстаграм под хэштегом «Взгляд мужа на семью». И вот он там несколько раз описывает, ну, свою точку зрения, как вообще для него это все было. И для него это все тяжело было, и как минимум на 3 детях мы разводились. Поэтому, да, не просто ему, не просто он большую работу с собой проделал, но, конечно, он любимый у них папка, и смог он это сделать. Не сказать, он поддерживал с первыми 2 детьми меня, то есть он тоже как бы хотел. А дальше он уже со мной соглашался. Я знаю такие семьи, где муж против, муж не смотрит даже ребенка, жена идет на пролом. Ну, это нужно знать свою семью, нужно знать своего мужа. Вот. А потом муж подтягивается, становится любящим отцом. Просто я видела вживую такие семьи, где муж даже в детский дом не заходил, чтобы не смотреть этого ребенка. Потому что слабое сердце, он знал, что ему будет очень жалко, и он вот так просто огораживался. Когда ребенок попал в семью, все, это папочка любимый, моя девочка любименькая, то есть вот так вот. К приемным родителям, вообще, в принципе, к приемным родителям есть 2 кардинально разных таких отношения. Первое – это то, что они зарабатывают на детях, хотя на самом деле есть и такие, которые зарабатывают на детях, потому что я сталкивалась, как бы, когда иногда ты смотришь на приемных детей там, в какой-то семье, они сидят все по струночке.
И ты смотришь на своих, и чтобы их по струночке усадить, я не знаю, что это надо делать. Это надо рулон скотча как бы и вообще вот просто смотать, вот. А они просто сидят вот так вот. И ты понимаешь, как бы, что ну что-то не так. Это вроде бы плохо. Но с другой стороны, что бы было бы в доме ребенка или в доме-интернате, это вообще неизвестно. Поэтому даже если воспринимать, что приемство это как работу, если человек делает свою работу хорошо, социализирует ребенка, одевает, обувает, воспитывает, любит, как бы, то это хорошо, это нормально. И вторая кардинальная вот точка, это получается, что относится как к героям. Но это тоже неправильно, потому что мы просто на это решились, просто пошли как-то этим путем, нас это устраивает, да, бывает тяжело, бывает очень тяжело, но это в любой многодетной семье. То есть просто единственную ошибку, наверное, которую вот мы совершили с мужем, мы очень резво скрестили детей одного возраста. Есть плюс от этого, им весело, то есть у моих детей практически нет сторонних друзей. К сожалению или к счастью, я не знаю, но то есть они дружат с друг другом. Их даже пытались в школе... Это удобно. Да, их даже пытались в школе рассадить, они сидят тройничком. Вот, как бы трое пошли в один класс, и как бы они там вцепились друг в друга, нет, как бы. Они вот в лагерь ездили, там как бы все вот как-то это. А с другой стороны, было очень тяжело, потому что развитие примерно-то на одном уровне, и они все разбегаются в разные стороны. Ты не можешь выехать в парк какой-то, ты не можешь просто сходить в магазин. Я и до этого-то не могла, потому что когда двойня, особенно когда они не ходили, то есть они очень активны, они гиперы, это просто... Я, например, никогда не знала, что ребенка нужно учить кувыркаться, потому что они примерно еще 2 лет, наверное, не было, они там уже кувыркались, остановились на руки, ноги поднимали, то есть там как бы, ну, это было просто трэш. Правда ли, что государство не заинтересовано, чтобы детей забирали в семьи, поскольку они получают, ну, дотации какие-то на каждого ребенка, и, в общем-то, им это не очень выгодно, чтобы детей забирали? Это называется сиротпром, но тут не смешивать два понятия, да, есть государство и есть чиновники, да. Вот государству приемные родители очень выгодны, потому что на содержание ребенка государство выделяет от 80 до 180 тысяч рублей в месяц, да, и это все туда входит, содержание общедомового имущества, зарплаты, там, все, до ребенка не доходит там небольшая сумма, порядка 10 тысяч, то, что непосредственно на питание тратится. Ну вот, и государству очень выгодны приемные родители, потому что приемный родитель максимально, что получает, там порядка 20 тысяч в Москве, да, в регионах это вот у нас в Петербурге, по-моему, 11 тысяч, если я не ошибаюсь, там такие суммы. Но, да, тут вступают в дело чиновники, и получается, что вот эту сумму, которая идет приемному родителю, ее по дороге никак не порежешь, не попилишь, никуда ее не построишь, да, и, соответственно, тут нигде нельзя нажиться. А когда сейчас подушевое финансирование в детских домах, да, и мы с вами понимаем, что детский дом, особенно если это маленький детский дом, зависит от количества проживающих в нем детей. И что вот эти деньги, когда они идут до детского дома, там все зарплаты с них получают, премии, там еще куда-то они деваются, да, ДДИ очень редко, когда хотят детей этих отдать. Причем вот мы сейчас на рабочей группе, когда обсуждали вопрос, вот одна из самых больших проблем, то есть реально сотрудники ДДИ и опеки не верят в то, что ребенку лучше в семье. То есть они действительно считают, они прям уверяют, вы что, это же больной ребенок, ему нужно находиться в специализированном учреждении. Скажи, а как ты относишься, кстати, к закону Дины Яковлева? А то, что нельзя усыновлять в другие иностранцам. страны? Ну, конечно, отрицательно. Это забирается. Это было бы классно, это был бы классный закон, если бы этих детей усыновляли наши соотечественники. Ну, Это получается кажется, сам не фактор. гам, и другому не дам. Мы наших детей не дадим, но и сами мы их, конечно же, брать не будем. Вот. Это политика, это не слово Да, тут о но детях, это просто политика. Дети многие лишены шанса, получаются. 1000 детей лишены шанса, и они так и останутся в детском доме, их никто не возьмет. Потому что объективно, не все готовы брать, а иностранцы брали очень тяжелых детей, очень тяжелых. Потому что у них намного все сложнее, у них меньше выбор, у них большие очереди, вот. Поэтому им было проще взять из России. Хочу подчеркнуть, Света говорит эту фразу, да, приехать домой. Вот у нас все дети, они всегда говорят, поехали домой.
Это очень такой момент, как бы и нас это подпитывает, как вот, ну, волонтеров, да, и мы понимаем, что дети так воспринимают вот свои дома. Еще хочу отметить такой момент, что все наши гостевые семьи, они дружат между собой. То есть у нас появляется такой коллектив, когда не просто вот родители, да, дружат, встречаются между собой, но и дети тоже вот в гостевых семьях общаются между собой, дружат. Они друг друга вот не просто знают, там, что вот в этой семье там Петя, Вася, да, а в этой там Коля, там Ваня. Нет, они все общаются, они все дружат. То есть у нас есть какие-то совместные мероприятия, у вас какие-то совместные выезды, да. То есть вы уже, в принципе, вот такой как бы родительский комитет, да, образовали, да, и в принципе... Хоть мы, девочки, действительно все с разных потоков, которые действительно, вот мы были там в предпоследнем, а девчонки, вот с которыми очень плотно общаемся, они были за год до нас, кто-то даже. То есть у нас мы постоянно обсуждаем какие-то общие проблемы, и становится действительно легче, когда кто-то где-то, например, вот, ну, у нас у всех мальчики так получилось, что в наших семьях во всех мальчишки, да. Что если какие-то такие есть общие проблемы, мы их обсуждаем, ищем какие-то пути решения, поддерживаем друг друга. Потому что не всегда же все бывает очень гладко и так все радужно. Действительно, мальчишки в таком сейчас возрасте, возраст переходный, по 15-16 лет, то есть есть и сюрпризы от них. То есть мы можем друг с другом этим обсудить. То есть кто-то уже пережил этот период, кто-то только подходит к этому периоду. Действительно здорово, когда есть вот такие подруги-единомышленники, с которыми можно поделиться, да. Да, какие-то рекомендации для тех, кто только думает, планирует взять ребенка. Что им делать? Если они уже договорились со своим мужем, кстати, не обязательно иметь мужа для того, чтобы взять приемного ребенка, это такой миф распространенный, когда мне говорят, я бы взяла, но у меня мужа нет, мне не дадут. Я говорю, откуда такая информация? Ну, мне коллега на работе сказала. Я говорю, сколько у коллеги приемных детей? У коллеги нет приемных детей. Ну, то есть просто одна баба сказала, почему не гуглят, я не знаю, ведь это все открытая информация. У меня есть знакомая приемная мама, которая взяла 4 приемных детей без мужа. Да, да. Ну, она разновозрастных брала, не в одно время, как бы, понятно, но и прекрасно справляется. Это плюс у нее своих 2. Вот. Нужно пойти в опеку, пройти школу приемных родителей, собрать пакет документов, это сделать медицину, это все выдается в опеке, весь этот список. Справку о несудимости, справку о доходах. Вот, справка о доходах для опеки и усыновления, там немножечко разные формы, для опеки намного проще получать, не обязательно. У меня интересный вопрос, если у тебя есть судимость, то есть тебе не дадут право? Ну, по-хорошему нет, не дадут. Просто она тоже может быть разная, мне прям интересно Нужно стало. совещаться с адвокатом, может быть, взять просто не на жену, а на мужа, например, оформить опеку. Не на мужа, а на жену оформить опеку. У нас опека оформлена только на меня. Ну, не потому, что у мужа есть судимость, просто у нас нет разницы, у нас просто на одного из родителей оформляется, и все, мне так проще, я же чаще бываю с детьми. Вот, собрать пакет документов, потом открыть базу усыновить.ру или детиждут.рф. Очень много еще баз в Инстаграме, ну, я думаю, они дублируют, потому что на усыновить.ру основные дети. Не основные, а по идее все дети, должны быть анкеты всех детей. Вот, ну, там просто больше рассказывается, может быть, какие-то более новые фотографии от волонтеров. Выбираешь ребенка, звонишь в опеку, где находится этот ребенок, то есть если он там в Иркутске, значит, звонишь в Иркутск. То есть, по сути, это онлайн все делается. Это все ты делается... даже ребенка можешь выбрать онлайн. Ребенка выбираешь онлайн, конечно, да. И летишь к ребенку, навещаешь его. В ШПР, в опеке вам могут говорить, что детей нет, все дети больные, зачем вам брать детей, родите своих. У вас сейчас дети в кризисе, вы сейчас с мужем в кризисе, там все больные, как бы, потом там... А почему они так говорят? Ну... Я воспринимаю это как проверку на вшивость, потому что есть люди, которые мне пишут, вот, я пришла, мне сказали, детей нет. Я говорю, ну а дальше как бы что ты делала? То есть силу твоих намерений как дальше ничего не делала. То есть если я хочу родить, мне прихожу там куда-то, мне говорят, ну как бы, слушай, ну ты не родишь. Как бы в смысле? Ну что-то примерно такое. Если я чего-то хочу, то я буду это добиваться. Вот, также и тут, как бы просто проверка намерений. То есть мне когда говорили, детей нет, я говорила, ну хорошо. Они говорят, здоровых нет. Я говорю, я больного возьму. Вот, они такие, там, у вас там дети там, в кризисе. Я говорю, они всегда будут в кризисе. Кризис 3 лет, кризис 7 лет, кризис 13 лет, 18, потом мальчик вырастет, будет 40 лет. Ну, как бы всегда это будет кризис. Вот, говорю, будем справляться с кризисом. Говорю, будем ходить к психологу. Ну, то есть, ну, как бы,
и все. Иногда делают так, потому что это их работа, если они будут детей. Детский дом закрывают, расформировывают, это рабочие места. А вот эта история про квадратные метры, про жилплощадь, она актуальна еще? У тебя должен быть какой-то минимум? Да, должен быть какой-то минимум. Для усыновления он строгий, я не помню, там 9 или 12 на человека, я уже не помню просто. А для опеки все намного проще, нужно, чтобы была своя спальня и игровое место. Ну, если ребенок ученик, то еще рабочее место. То есть просто кровать, стол, где он может заниматься. Были ли у тебя моменты, когда ты пожалела вообще, что либо много слишком, либо вообще, что ты в это ввязалась? Есть моменты адаптации, как бы, и в эти моменты ты жалеешь, когда ты живешь для себя 28 лет, и в один день ты должна вставать в 6 утра каждый день и жить по приказу как бы маленьких царей, ты начинаешь себя ломать, ты начинаешь себя как-то ненавидеть внутри. Но первый раз это была достаточно легкая адаптация, то есть она прошла как бы быстренько. Второй раз это было тяжелее. Почему? Потому что мы столкнулись с неприятием друг друга. Когда мы забрали вторых детей, нашей двойне было 2 года, а Насте было 2,5, по-моему, или 3,5. То есть у них там разница на год была, а Ване как раз тоже как бы до 2. Да, Насте было почти 3, как бы, а Ване там почти 2. И они все были одного возраста, они все были практически одного роста, и они просто начали друг друга давить. То есть они одного веса, но тем не менее, там Ваня куда-нибудь ползет, Даня на него ложится сверху, короче, и своим весом тот орет, визжит, короче, то есть они вечно кусали друг друга. Плюс у нас получилось так, что когда мы их забрали с кашлем, и в первую неделю у меня было 2 приезда врачей и 2 приезда скорых. Ты знаешь, что такое ложный круп? Нет. Это когда ребенок просыпается, начинает хрипеть и задыхаться. То есть он плачет, он хрипит и задыхается. Психосоматика какая-то или что это? Все в кучу, когда у тебя простуда или еще что-то вот здесь вот оседает, вот тут опухает, воздух не проходит, начинаешь задыхаться, начинаешь этого пугаться. У меня не было никогда у детей этого до момента появления вторых. И вот получилось, что как бы был у Дани, у Вани с периодом там в 2 дня примерно. У них температура была у всех 40. Их всех тошнило. Одного от доктора Мома от дикого кашля, другого от нурофена, если ты там не вовремя это дашь. Они все при этом друг друга грызли, постоянно истерили. И, наверное, примерно 2 недели я просто ненавидела себя за то, что я вот как бы у нас была идиллия, я все испортила. Это называется адаптация. Это нормально. Как долго это длится? Это зависит от детей, зависит от родителей, насколько они готовы. Сколько это было? Оно стирается. Я знаю просто, что с мелкими, вот как бы с Даней и с Лерой, это было где-то, наверное, месяца 1,5, может быть. А вот с Ваней и с Настей, наверное, где-то месяца 3-4 точно было, потому что они были более сложные в плане того, что Ваня, он у нас как бы сложный вообще парень, вот. А Настя, она была более взрослая, у нее были какие-то, ну, например, она до полугода в семье не говорила «мама». Она могла сказать «папа», она могла сказать «мама», когда играла в куклы, но мы не могли вытянуть ее ничего. В конечном итоге через полгода она подралась с Даней. И она мне что-то «мам», я такая «что?», потом меня переклинила, я такая сижу, она перестала потом говорить «папа». Вот, то есть как бы и думаешь, что у ребенка, вот тебя вроде бы штормит, а потом ты смотришь на ребенка и думаешь, а что у ребенка в голове, когда ей всего 3 года, а она уже по какой-то причине не говорит «мама». Ну, как бы есть какие-то там, вы понимаете, да, что у биологических отцов они бывают сожительницы или еще что-то, то есть ребенка настолько помотало, что он не может сказать «мама» по каким-то причинам. Где вы лично берете силы на такое количество детей, бизнес и еще общественную работу? Это вызывает восхищение просто. Начинаешь сразу под другим углом смотреть на многие вещи в своей жизни. Знаете, я человек не оцерковленный, да, я православный, но не оцерковленный. Я бы сказала, просто Бог дает, да. Но на самом деле я 20 лет практикую цигун, да, то есть вот у меня, например, день не начинается с зарядки под цигун, то есть я автоматически всегда в дыхании цигун. Вот я села, например, там в кресло, да, я сразу дыхание свое меняю. Я иду по улице, я дышу цигун. Утром я делаю эту зарядку, то есть я стараюсь раз в году ездить на ретрит в монастырь Шаолинь, там, где у нас проходят эти занятия. То есть цигун мощная такая история про как бы работа с энергиями, со своими энергиями. Поэтому, да, действительно, я мало сплю, почти не устаю. И позавидовать можно. Да, и у меня получается день в 2 раза длиннее, чем у обычного человека среднестатистического, да, потому что я всего 5 часов сплю, и все остальное время я нахожусь в состоянии активной бодрости.
А с детьми помощь какая-то есть сторонняя? Няня, У родственники? нас постоянно живет филиппинская няня. Раньше у нас жило 2 няни Мгм. филиппинки. Просто одна занималась только домом, а другая занималась только детьми. Это, знаете, когда все думают, 9 детей, представляют маму зачуханную там у кастрюли, Ну там да. с тряпкой. Вот я не знаю, где у меня лежат в доме тряпки, да, и я не Мгм. занимаюсь домашним хозяйством совсем, только готовлю, но потому что я очень люблю готовить. Сейчас живет одна у нас няня-помощница, потому что все дети ходят в сады, в школы, вот именно в няне домашней у нас отпала необходимость, то есть это женщина, которая полностью ведет наш дом. Ну вот и водитель, ну, у нас есть водитель, детский так называемый, да, потому что и я, и папа работаем, и работаем достаточно активно, поэтому утром приезжает водитель, забирает детей, развозит, потом собирает со школы, развозит по секциям, собирает, и мы примерно с детьми возвращаемся в одно время домой, то есть я где-то в 5 возвращаюсь, и дети тоже в 5-6 возвращаются с секции, тут уже я становлюсь просто мамой. Огромное количество. Я пыталась посчитать, скажем так, своих крестников, ну, то есть детей, детей и детей-инвалидов, которые попали с моей легкой руки в семью, их больше 150. Да, то есть это те люди, которые отписались и Мгм. сказали, что вот когда они со мной познакомились, ну, я просто многим родителям помогаю прямо вот в режиме нон-стоп. Вот, например, сейчас у меня 2 родителей такие, которые забирают деток, да, и мы постоянно с ними на связи, то есть куда, что, куда написать, что написать, как сказать, да, то есть да, блог мой это четко для того, чтобы дети попадали в семью, чтобы люди видели, что это обычно, что это здорово. Люди многие смотрят на мою семью и вообще меняют свое мнение, свой взгляд о жизни, о детях с ограниченными физическими возможностями, о приемных детях, обо всем. Мгм. Ну и в блоге, конечно, очень удобно разговаривать с государством, потому что на мой блог подписаны многие СМИ, депутаты наши, и мне не нужно писать запросы, я могу опубликовать. И это, в Это общем, станет здорово, да. известно достаточно быстро. Я вижу отдачу, я вижу, что мои посты на протяжении в декабре будет 4 года, как я пишу о приемстве, то есть в конце декабря мы взяли Василису. Идет обратная связь, что люди читают меня, люди идут в школу приемных родителей, люди идут в опеку и берут детей в семьи. Друзья, мы уже сидим в аэропорту, чтобы лететь домой. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этого выпуска, всех, кто с нами согласился поговорить. К сожалению, некоторые очень важные, очень интересные, но в то же время очень страшные вещи остались за кадром, просто потому что все мы переживаем за свои семьи, за своих детей, за свое благополучие. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно напишите, какие мысли у вас возникли во время просмотра нашего выпуска. Спасибо вам, спасибо нам. Берегите ваших детей.